Каждый, кто смотрит это видео, не умеет считать свои затраты на торговлю. Да-да, вы не ослышались, именно не умеет. Большинство думает, что вот вы вошли в сделку, поставили свой тейк, поставили свой стоп и счастливы, довольны ждете. И если же цена пойдет вверх, то вы получите убыток в $10. Если же цена пойдет вниз, то вы получите прибыль $50. И на этом все. Но нет, совсем все не так. Вы забываете про спреды, комиссии, ну и еще и своп, если вы переносите сделку на следующий день. Именно эти вещи вы совершенно никогда не хотите учитывать в своем финансовом результате. Что он сказал? Сегодня мы поговорим, как правильно считать затраты на торговлю, чем комиссия отличается от спреда и как верно посчитать свои риск-прибыль по отношению к каждой сделке, что очень сильно поможет вам на долгосрочной перспективе. Возможно, это не коснется вашего текущего дня, но в будущем вы сможете сэкономить очень солидную сумму. А ведь все, что сэкономил, по сути, заработал. Давайте разберемся. Есть у нас с вами текущая сделка. Мы с вами входим со стопом 30 пипсов, ставим тейк на размере 150 пипсов и в хорошем, красивом мире, когда у нас нет никаких дополнительных затрат, мы с вами в случае стопа получим минус $10, да, и на первоначальный депозит $100 у нас с вами будет, получается, 90, то есть минус 10, 100 минус 10, получается 90. Если же мы получим тейк, мы получим плюс 50, и по итогу у нас будет $150. Но в обычной жизни, к сожалению, таких брокеров нет, а если вдруг такие брокеры есть, то, скорее всего, деньги вы оттуда точно не выведете. В обычном мире существуют такие вещи, как спред, комиссия и своп. Конечно, в интрадей торговле вы чаще всего сталкиваетесь со спредом, комиссией. Своп для вас не особо важен, потому что своп — это комиссия, которую вы, кстати, иногда получаете, либо должны доплатить за то, что вы переносите сделку на ночь. Где это посмотреть? Давайте сразу разберемся со свопом. Нужно зайти в MetaTrader, нажать правой кнопкой мыши на ваш инструмент, здесь нажать «Спецификация» и спуститься в самый низ. И вы видите, что своп по данному инструменту на данном брокере у нас составляет минус 11 и минус 2. То есть вы будете платить комиссию за один лот брокеру. В целом, когда вы берете это все с плечом, это не особо сильно дорого, но по факту нужно про эту комиссию понимать. Поэтому ваша задача всегда на каждом инструменте определять, какую комиссию вы платите и что с этим будет. Своп понятно. То есть это комиссия, когда у вас проходит несколько дней. В обычной торговле интрадей, поскольку я торгую лично интрадей, я вам больше расскажу про вот эту специфику, потому что здесь очень часто вы ходите в день, допустим, 2, 3, 4 сделки, да, до свопа не доходит. Здесь вас интересуют две вещи: комиссия и спред. Первая — комиссия. Комиссия — это фиксированная сумма, которую вы должны будете заплатить за возможность открыть позицию. По сути, это что-то в формате фиксированной платы за пользование деньгами брокера. То же самое на самом деле происходит и на криптобиржах. И когда вы будете открывать позицию на один лот, вы должны будете автоматом заплатить комиссию. Например, как это выглядит сейчас. Чтобы было везде понятно, везде одинаково, будем открывать позицию на 0.01 лот. Это брокер, у которого есть комиссия. Я хочу сейчас открыть стоп-приказом, например, шорт в размере 0.1 лота со стопом, давайте, чтобы везде у нас было 30 пипсов, и посмотрим, что у нас произойдет. Ждем, когда у нас откроется позиция. Хотя, скорее всего, она уйдет в стоп, но как есть. Наша задача просто открыть позицию, чтобы она показала, что произойдет. При этом, обращаю внимание, пока мы ждем открытия позиции, вот здесь вот у нас колеблется спред. Спред от 0 до 1. В данном случае есть у нас спред. Итак, наша позиция открылась. И смотрите, когда у меня открывается позиция, у меня есть окошечко комиссия. Комиссия составляет минус $0.08 на 0.01 лот. Чтобы понять комиссию на один лот, нам нужно умножить на 100. Итого получится $8 за лот. Что это значит? То есть, смотрите, сейчас позиция в небольшом минусе, но сама прибыль по позиции минус 3 цента, а общий убыток у меня минус 25. Что для меня это значит? Когда я вот здесь открываю позицию в размере 1 лот, я получу убыток при достижении стопа минус $10, но при этом у меня еще будет убыток в размере моей комиссии. Неважно, как у меня будет на самом деле отыграна позиция, либо минус, либо плюс, от суммы, которая будет у меня в итоге на балансе, вот здесь 90, а вот здесь 150, я должен буду отнять $8.
если, например, у меня комиссия только на открытие. По итогу, если я войду в эту позицию и закроюсь в убыток, у меня будет минус $18, то есть не 90, а 82. Если я закроюсь в прибыль, то у меня будет не плюс 50, у меня будет плюс $42. И в итоге на балансе у меня окажется $142. При этом очень часто комиссия бывает как на открытие, так и на закрытие. То есть здесь меня закрыло, и что я вижу? Комиссия как была 0,8, так и осталась 0,8. Это значит, что меня закрыло просто по моему стопу, и плюс я получил комиссию. Да, то есть вот эти $10 плюс 8. Иногда бывает брокер, у которого комиссия снимается половина за открытие, половина за закрытие. Вот это важный момент, который нужно учитывать непосредственно, когда вы выбираете брокера. А сейчас мы поговорим с вами про спред. Возьмем какой-нибудь с большим спредом инструмент, да, потому что на предыдущем брокере это было бы не очень комфортно показывать. Есть у нас пара фунт-франк, поскольку она не является сверх-супер торгуемой, посмотрите, как здесь сильно прыгает спред. То есть, если я сейчас выберу данный инструмент, увеличим, мне нужно открыть еще дополнительно линию ASK, чтобы мы видели разницу спреда. Смотрите, видите, линия ASK, это красненькая линия, не совпадает с нашей серой линией. Серая линия — это у нас уровень бит. Что это обозначает? Если я сейчас захочу открыть позицию, например, покупку, да, мы видим, что у меня цена как будто бы вот выше, Это означает, что я сразу же открою позицию с убытком. Ставим здесь, давайте, не знаю, 5 пипсов и смотрим, что произойдет, когда я сейчас маркетом нажму цену. То есть уровень бит у меня вот здесь, который мы обычно видим, но поскольку позиция у нас имеет спред, мы с вами открылись немножко выше. Сейчас я это чуть-чуть замедлю и покажу сам момент открытия позиции. И смотрите, в момент открытия позиции мы открылись не по серой линии, а по красной линии. Когда вы открываетесь без спреда, вы всегда будете открываться на одном уровне. То есть открытие вашей позиции будет автоматом говорить, что вы ничего не потеряли, ничего не получили. Спред же в данном случае говорит о том, что если я прямо сейчас хочу закрыться, то я получу сразу же убыток. В этом и есть затрата ваша на торговлю. При этом спред бывает двух видов. Он бывает только на открытие, а бывает на открытие и закрытие. Возможно, есть еще просто на закрытие, но я, если честно, с ними не встречался. То есть даже сейчас, если цена будет находиться там на уровне 0, то ей нужно было бы вырасти, да? Помните, мы с вами открылись, получается, на несколько пипсов ниже, а сейчас цене нужно вырасти. Вот это и есть спред. Теперь давайте разберемся, как с учетом спреда мы с вами здесь теряем. С учетом комиссии понятно, да, по комиссии мы с вами проговорили, как мы теряем. Сейчас задача посмотреть, как с учетом спреда мы будем терять. Итак, допустим, для хорошей математики у нас с вами есть желание войти в позицию со спредом 10 пипсов в одну и вторую сторону. То есть при открытии и закрытии позиции у нас будет спред 10 пипсов. Что это означает? Если я открою позицию здесь, то по факту мой стоп будет на 10 пипсов выше. И смотрите, по сути мне нужно будет затянуть мой стоп еще на 10 пипсов выше. Да? Но при этом, если же на закрытии у меня еще есть тоже спред, то это означает, что если цена придет вот сюда, то меня закроет на 10 пипсов раньше. То есть и по факту смотрите, какая штука. У меня мой стоп с обеих сторон увеличился на 20 пипсов. То есть помните вот эта вот линия ASK и бит? Видите? Это говорит о том, что у меня-то цена открылась, у меня уровень бит находится здесь, но когда цена будет двигаться выше, мне нужно протянуть свой стоп, чтобы реально получить 30 пипсов этого стопа. По итогу нужно еще и сверху добавить 10 пипсов. Что касается тейка, точно такая же история. Если я хочу, чтобы у меня цена закрылась ровно на этом уровне, мне нужно будет его передвинуть ниже. По итогу с каждой из сторон я буду тратить по 10 пипсов. Если у вас спред 10 пипсов, то вы получаете убыток на один лот $10. Если у вас спред закрывается в обе стороны, то вы получаете убыток $20. Вот это нужно понять по спреду. Теперь включаем просто обычную математику. Ваша задача определить, какого брокера вы будете использовать и что искать в этом брокере. Самые лучшие параметры — это общие затраты на один лот не более $8. То есть мы с вами берем брокера, мы уточняем у этого брокера спред,
мы уточняем у этого брокера комиссию. И мы эти суммы складываем. Теперь давайте считать. Нам нужно посчитать спред, и нам нужно посчитать комиссию. Из этого будет состоять общая сумма ваших затрат. Допустим, у нас есть комиссия на один лот, который открывается в одну сторону. $8. Значит, мы берем 8 плюс 0. Теперь нам нужно посчитать спред. Допустим, спред у нас составляет 1 пипс в каждую сторону. Мы берем 1 плюс 1. Итого у нас получается 8 плюс 2. По факту это $10 на один лот. То есть вы должны будете понимать, что вот здесь, помимо того, что вы входите в сделку здесь с риском $10, вы должны будете количество лотов, которые вы вошли сюда, умножить еще и вот на это. Вот это важный момент. По итогу ваша задача будет каждый раз брать вот эти суммы, прибыль минус комиссия минус спреды, и высчитывать. Исходя из этого и будет истинный результат вашей торговли. Для чего это важно? Это важно для того, чтобы вы на дистанции определяли, работает ли ваша вообще торговая стратегия. Почему? Например, у меня очень маленький вход в позицию. Если мы посмотрим предыдущие дни торговли, да, вчерашний день, например, то в каждую позицию я вхожу с размером 20 пипсов, 30 пипсов, здесь у меня 30 пипсов, здесь 30, да, то есть представьте, мне за каждый раз нужно будет с таким маленьким ходом платить комиссию, да, здесь вообще 15 пипсов. И сейчас важный момент, что я считаю свою позицию 1 к 5, но при этом я должен всегда учитывать такие вещи, как спред и комиссия. По этой причине мне нужно выбирать брокера, который максимально дешев именно для открытия позиций. Для себя я сейчас определяю брокера, который в моем понимании сделал для меня очень прикольное условие, которое вы можете тоже также получить, который дает спред всего лишь 5 пипсов в одну сторону. Что это говорит? Если я открою позицию, то все затраты на вот эту позицию размером 1 лот составят всего лишь $5. И по итогу стоп 15 плюс 5 составит $20, тейк составит 75 минус 5, 70. Если правильно все вот эту математику посчитать на одном лоте, то получится вот такое соотношение риска к прибыли. И это нужно понимать. По итогу это не 5, это 3,5. Вот этот момент обязателен к учету. Но при этом, если я буду торговать, например, с комиссией $8, то я буду платить еще больше. И по факту вот эти, казалось бы, чистые 1 к 5, ни капельки не 1 к 5. По этой причине в некоторых моментах приходится увеличивать свой стоп, да, выбирать более волатильное движение. Ведь здесь, если я получу 35, получается и 145, да, 142, а здесь получится у нас 35, то получится 1 к 4. То есть и моя задача, учитывая мои затраты, нивелировать вот эти затраты через либо увеличение тейка, либо через увеличение стопа, что позволит мне к общей моей позиции уменьшить долю затрат на один лот. Скорее всего, это очень сложно, но это важно, и это видео предназначено больше для ребят, которые хотят именно зарабатывать на торговле, а не просто играться в какие-то игрушки, лишь бы я вошел, лишь бы я вышел. Но у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. И очень важный момент. Если вы все-таки собираетесь зарабатывать на трейдинге, вы должны понимать, что вам нужен не один брокер. Вам нужно несколько брокеров, потому что, скорее всего, никто вам хорошо, постоянно зарабатывать не сможет давать, не захочет давать. Зачем брокеру делиться своими деньгами? Ведь вы ему их уже принесли, и то, что он держит у себя, ему не очень сильно хочется выдавать. Что для вас это значит? Не будьте жадными. Поторговали, получили прибыль, часть прибыли вывели. Поторговали, получили прибыль, часть вывели прибыли. Какое-то время не торгуйте на бирже после того, как получили прибыль. Постоянно меняйте биржи. Имейте хотя бы 3, 4, может быть даже 5 бирж, на которых вы будете торговать, чтобы не создавать ощущение для биржи, что вы довольно успешный товарищ и очень неплохо торгуете, что вы не представляете для них никаких опасений. Какую психушку, вы что, угораете? Ну а на этом у меня все. Спасибо, пока.